В этом ролике мы сделаем стол из эпоксидки, дерева и светодиодной ленты. Но вся магия будет заключаться во встроенной Tesla технологии. В общем, это надо видеть. Приятного просмотра. Для этого проекта я решил использовать мореный дуб. Я выпиливаю черновую заготовку, и выглядит она вот так. В итоге из этого должен получиться круглый столик. Электрорубанком я слегка равняю поверхность. И убираю винт, который образовался после сушки древесины. Для того, чтобы в дальнейшем прогнать эти заготовки через рейсмус. Затем я прикладываю правило, и теперь уже вижу, насколько ровной получилась поверхность. Такого результата вполне достаточно, так что переходим к следующему этапу. Круглую столешницу я решил делать из двух элементов. Ну и соответственно 4 заготовки для 4 ножек. Всех их я торцую для того, чтобы в дальнейшем с ними было удобнее работать. Как вы можете видеть, в кадре появился новый герой. Я уже давно мечтал о хорошем рейсмусе и наконец приобрел его. Так как в основном я работаю с широкими слэбами, очень немногие рейсмусы подходили под мои требования, а конкретно обрабатывать заготовки шириной в 50 см, а также основным требованием было наличие вала Helical. В простонародье такую систему называют кукуруза. Конкретно в моем случае у кукурузы 140 лезвий и работают они на все 150%. Как вы видите, даже такие сложные элементы с сучками и трещинами станок выдал в идеальном состоянии. Их можно чуть ли не сразу красить или, к примеру, покрывать маслом. В общем, я в восторге, и при выборе следующего станка наличие такого вала будет для меня главным фактором. Тут даже дело не в удобстве. В моем случае, когда, к примеру, я делаю стол из широкого слэба, я просто не могу вырезать и выкинуть плохо обработанный кусок с сучком, а более примитивные рейсмусы просто не могут похвастаться такой чистовой обработкой. В итоге мы имеем два таких элемента. Это мореный дуб, и именно так он выглядит, если его неправильно высушить. Это очень капризный и сложный материал в плане сушки. Конечно же, если мы говорим о правильной сушке. Так как дуб, который пролежал под водой несколько сотен лет, нужно сразу же помещать в правильные условия. Чего, как вы видите, не было сделано. Но лично для меня это только плюс. Так как я планирую подчеркнуть все эти дефекты эпоксидкой, на термоклей я прихватываю заготовки к опалубке, для того, чтобы в дальнейшем они не всплыли в смоле. Между двумя полукруглыми элементами я кладу тонкую полоску пластика. Немного позже вы поймете для чего. И приклеиваю вторую половину таким же образом. Тут пришли из контроля качества. Нормально, говорю, все. Камеру вырубай на... Но почему-то запретили снимать. И из все того же пластика я делаю опалубку по кругу. Очень удобная и надежная технология, я вам скажу. Меня еще ни разу не подводила. Все стыки я тщательно промазываю силиконовым герметиком и пальцую по кругу. Но насколько надежной не была бы технология, лишняя ступень защиты никогда не помешает. Все соединения я промазываю еще раз, но теперь двухкомпонентной автомобильной шпатлевкой. Затем развожу смолу. В данном случае это новый состав под названием Wood Pro. Его я и подкрашиваю синим красителем. В этом случае я использую не плотный краситель. То есть такой краситель подкрашивает смолу, но оставляет ее прозрачной. Надо понимать, что не все красители являются такими. Так что обязательно уточняйте этот момент при покупке. Иначе задуманный вами проект может получиться совсем другим, либо вообще не получиться. Таким же образом я проливаю заготовки, которые пойдут на ноги. Вообще этот проект — это коллаборация, которую я уже очень давно планировал. И наконец напросился и договорился с ребятами из Tesla Coil.ru. Это не какая-то огромная мегакорпорация, хотя глядя на их изделия напрашивается именно такой вывод. Это компания наших простых ребят, которые располагаются в Питере. Не буду много про них рассказывать, так как это надо видеть. Ими была сделана вот такая круглая подставка, которая по сути является Tesla катушкой, а также комплект неоновых кружек. Кстати, да, представьте, даже стекло они дуют сами. В итоге от такого комплекта просто невозможно оторваться, и залипать на него можно бесконечно. Ровно так же, как на игру Raid Shadow Legends. Так как Raid — это действительно годная RPG, которая качественно отличается от мультяшных аналогов. На выбор есть множество героев, я уже давно хочу заполучить Дрекстера, а на данный момент мой любимчик Хордин. Благодаря его лихим топорам я уже прокачался до 46 уровня. Играть в Raid можно как на смартфоне, так и на компьютере абсолютно бесплатно. Вы можете найти меня в игре под ником Лихой Топор. И поторопитесь, чтобы присоединиться к моему клану. Raid проводит специальный конкурс
конкурс для всех новичков. Кто скачает ссылку по моим ссылкам в описании в период с 1 по 30 марта, Raid разыграет 6 11-х айфонов среди случайно выбранных участников. А также Raid проведет розыгрыш специальных призов среди самых прокачанных новичков. 3 игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди других до конца месяца, смогут получить крутые игровые компьютеры. Для того, чтобы стать участником конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook или Plarium ID. Все дополнительные подробности о конкурсе вы найдете на сайте конкурса по ссылке в описании. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай Raid только по моим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпичного чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи и жду тебя в Raid. А тем временем смола высохла, и я аккуратно убираю опалубку. А вот, собственно, для чего я ложил пластик между двумя элементами. В итоге мне не придется их распиливать, и они без проблем поместятся в рейсмус. Шлифмашинкой я убираю бортик и слегка равняю всю поверхность, после чего снова прогоняю заготовки через рейсмус. Да-да, я знаю, что нужен стружкоотсос. Следующим этапом приобрету именно его, но пока обходимся так. Для того, чтобы склеить между собой два элемента столешницы, я устанавливаю продольную рейку. В моем случае это простая ровная полоса из фанеры. И таким образом выравниваю торец при помощи фрезера за два прохода. А затем наношу клей и соединяю два элемента между собой. И при помощи всех подручных средств стягиваю их. И тут с уверенностью могу сказать, что много струбцин не бывает. Как вы видите, за окном уже темно, а это значит, что клей высох. И мы можем двигаться дальше. В центре круга, вернее будущего круга, я сверлю отверстие и креплю вот такую простую приспособу. По сути, это циркуль, на конце которого зафиксирован фрезер. В итоге, после 5 проходов мы получили идеальную круглую столешницу. Ножки имеют не самую простую форму, поэтому обращаемся за помощью к ЧПУ. В итоге ЧПУ сделал основную работу и примерно наполовину вырезал ножки. Вторую половину работы я доделаю вручную. Учитывая толщину материала, так будет намного проще и быстрее. По уже готовым линиям я прохожу лобзиком. А затем копировальной фрезой выравниваю заготовки, опираясь на форму, которую сделал ЧПУ. В итоге мы имеем 4 такие ножки, соединив которые получаем интересную необычную конструкцию. В нижней части столешницы я делаю выборку по всему периметру глубиной в 10 мм, для того, чтобы уложить туда все элементы и закрыть фанерным щитом. Вся эта выборка делалась вручную, так как не было возможности запихнуть такую большую заготовку под ЧПУ, ввиду ее размера. К слову, на эту работу ушло около 6 часов времени. Наверное, пора задуматься о ЧПУ с полем работы побольше. Но пока я об этом думаю, есть время хорошенько отшлифовать столешницу. Чем я и занимаюсь. А после того, как я ее подсвечу, выглядеть это будет примерно так. Ну и наконец покрываем все элементы матовым лаком. Также лаком я покрываю внутреннюю часть, для того, чтобы улучшить светопропускаемость, а свет будет исходить от светодиодной ленты, которую я креплю на термоклей в заранее подготовленные пазы. Сюда же я и размещаю катушку. И закрываю все фанерой, к которой заранее прикрутил ножки.
Конечно же, основную магию этому проекту придает комплект от ребят из Tesla Coil. Они меня ни о чем не просили, а просто вписались в эту коллаборацию на энтузиазме. Собственно, как и делается большинство их проектов. На данный момент основной их медиаресурс — это Instagram, и на него подписано меньше 2000 человек. Напомню, что все свои изделия они делают с нуля и своими силами. Конечно же, такая работа заслуживает намного большего внимания. Я не призываю вас подписываться на них, просто прошу зайти и глянуть их работы. Уверяю вас, что равнодушных не останется. А также передавайте им привет от топора. Думаю, им будет приятно. Пишите свое мнение в комментариях, а если считаете, что ролик заслужил, только тогда ставьте лайк. Для меня это очень важный показатель. Спасибо.